Я не родился чудовищем, меня сделали им те, кто должен был меня любить. Никлаус Майклсон. Он появился на свет не как благословение, а как ошибка, нежеланный, ненавистный с самого рождения. Клаус Майклсон стал живым напоминанием о предательстве, которое мать пыталась скрыть, а отец выжечь каленым железом. И с тех самых пор весь его мир был выстроен на зыбком фундаменте лжи, страха и боли. В его детстве не было безопасности, было только ожидание удара. Неважно, словом или кулаком, он знал, что любовь всегда заканчивается насилием. Майкл, тот, кого он называл отцом, не был родителем, он был палачом. Каждый взгляд, каждое молчание, каждая вспышка ярости в голосе отца вонзалась в Клауса, как гвозди в деревянный гроб его идентичности. Он не знал, кто он такой, но очень рано понял, кем он не является. Он не сын, не брат, не человек. Он ошибка, угроза, порча крови. Мать, та, что должна была быть прибежищем, стала предательницей, запечатав его истинную природу и отдав молчаливое согласие на его унижение. И если травма отвержения ранит глубоко, то молчание близких превращает рану в бездну. Так родился его гнев, не спонтанный, не иррациональный, а системный, выстраданный. Он копился годами, из каждого взгляда, в котором не было принятия, из каждого отказа, из каждой лжи, которой его кормили вместо любви. Клаус рос с убеждением, что близость – это всегда предательство, а доверие – слабость, за которую придется платить. И потому он начал строить свою броню. Страх, которым он обволакивал других, становился его единственной защитой. Психологически, Клаус – это дитя, которое застряло между жаждой быть любимым и маниакальным страхом быть вновь отвергнутым. В его поступках не спонтанная жестокость, а отчаянная попытка контролировать то, что в детстве было неконтролируемым – отношения, любовь, утрату. Он не разрушает, потому что хочет разрушить, он разрушает, потому что боится, что если не сделает это первым, разрушит его. И вот перед нами не простой злодей, не просто антагонист, а человек, в душе которого живет истерзанный ребенок, закричавший однажды: «Если мне не суждено быть любимым, я стану тем, кого будут бояться», и на века заключивший себя в эту формулу. Став бессмертным, Клаус не стал свободным, он лишь обрел вечность, чтобы бесконечно переживать собственную боль. Его существование – это бесконечная череда городов, народов, династий, которые он поднимал и разрушал с тем же внутренним парадоксом, с которым он любил и ненавидел, без меры, до крови. Он создавал империю из страха, ведь если тебя боятся, значит ты существуешь. Значит, с тобой считаются, значит, ты не ничто. Он окружал себя врагами, потому что не верил в друзей, искал лояльность, потому что не понимал искренности. Он требовал преданности с яростью брошенного ребенка и тут же испытывал всех на измену, словно заранее знал, его опять оставят. И каждый раз, когда это происходило, он делал все, чтобы это произошло, его подозрения подтверждались. Замкнутый круг. Создай семью, разрушь ее, скорби, вини, начинай заново. С его братьями и сестрой разыгрывалась древняя трагедия, в которой любовь была и благословением, и проклятием. Элайджа, вечный носитель морали, тот, кто всегда говорил: «В нас есть благородство», но благородство ранит, когда ты не чувствуешь себя достойным. Клаус ненавидел Элайджу за то, что тот видел в нем человека, когда сам он видел лишь чудовище. Ребекка, его сестра, которую он запер в золотую клетку не из злобы, а из страха, что если она уйдет, он останется один. В своем искаженном сознании он верил, лучше держать рядом силой, чем снова быть покинутым. Он не умел отпускать, потому что каждый, кто уходил, уносил с собой часть его, ту, которую он не знал, как быть. Клаус хотел любви, но не знал, как ее выдержать. В нем жила огромная потребность в тепле, но каждый раз, когда оно к нему приближалось, он инстинктивно сжигал его дотла. Его любовь была такой же, как он сам, яростной, разрушительной, полной страха. Он хотел быть любимым, но не верил, что может быть любим просто так.
Поэтому он делал то, что делали с ним, давал любовь и наказывал за нее. Так формировалась трагическая парадигма его жизни. Чтобы не быть уничтоженным, я уничтожу первым. Но чем больше он разрушал, тем больше тосковал по тому, что разрушил. И в каждом крике, в каждом убийстве, в каждой вспышке ярости слышалось нечто иное, глубже. «Пожалуйста, останься. Пожалуйста, не передавай. Пожалуйста, люби меня, несмотря ни на что». Он был тираном не потому, что не умел чувствовать, а потому что чувствовал слишком много. Его власть – это не триумф, это более облеченная форму контроля. Его империя – это монумент одиночества, выстроенный из обломков надежды. Но даже самое черное сердце может дрогнуть, когда в его мрак проникает свет. И этим светом для Клауса стала не идея, не власть, не месть, а дитя. Хоуп не просто его дочь, а его вторая попытка прожить жизнь иначе. Он смотрел на нее и впервые в своей долгой, пропитанной кровью жизни не чувствовал угрозу. Впервые он не хотел обладать, контролировать, подчинять, он просто хотел быть. Рядом, защищать, любить, без условий. Хоуп стала зеркалом, в котором он увидел. Монстр внутри него не проклятие, а больной, напуганный ребенок, которого никто не спас. И теперь он мог спасти другого, себя через нее. Но искупление не приходит в белом, оно всегда оборачивается жертвой. Клаус, всю жизнь отвоевывавший свое право на жизнь, должен был отдать ее. Не потому что так надо, а потому что он наконец понял: я люблю кого-то больше, чем себя. И это делает меня человеком. Его финальный путь не акт отчаяния, а акт глубочайшей внутренней зрелости. Он умирает не потому, что больше не может жить, а потому что наконец-то понял, ради чего стоит умереть. Не за империю, не за месть, не за имя, а за любовь чистую, без расчета, без страха. Он уходит из мира не как тиран, не как чудовище, не как изгой. Он уходит как отец, как брат, как человек, способный выбрать свет, даже после веков тьмы. И потому его история не трагедия, это искупление, медленное, мучительное, полное провалов, но настоящее. История того, как даже самое изломанное сердце может научиться биться в такт любви. Он хотел быть вечным, а стал живым.